Недавно компания Marvel выпустила вариантную обложку к своему новому комиксу про Женщину-паука. Люди в интернете словно посходили с ума. Меган Фридман, журналист из Elle, сказал: «Представьте себе, если бы они хотели нарисовать Человека-паука в такой же позиции. Этого бы никогда не случилось. И если верить журналу IO9, если это некорректно для мужского персонажа, это должно быть некорректно и для женского». Даже журнал Time писал, что мужской персонаж никогда в жизни не нарисовали бы в такой позиции. Да только уже рисовали. Добро пожаловать на канал М Квадрат. На обложке 30-го выпуска Удивительного Человека-паука паук изображен в исключительно такой же позиции, как и в вариантной обложке Женщины-паука. За исключением того, что прошло более десятка лет и всем плевать. Но когда Marvel позволила себе выпустить вариантную обложку из-под пера Мила Монара, люди словно посходили с ума. Все, начиная от Time, Guardian и Slate, а также Daily Mail, Entertainment Weekly и осветили это событие. Причина? Если верить Робу Брикену из IO9, даже самый тупой сперматоксикозный подросток знает, что на Земле не существует ни одного человека, который смог бы встать в такую же позицию. Да, за исключением мира, где женщина была укушена радиоактивным пауком, получила суперчеловеческую силу, скорость и ловкость. Действительно очень трудно поверить, что в таком мире нет человека, который смог бы встать в такую позицию. Критики пошли дальше и сказали, что костюм выглядит скорее как боди-арт, нежели как спандекс. А так делать нельзя для компании, которая до сих пор пытается. Вспомни, что женщины на самом деле живут на планете Земля и читают комиксы. В первую очередь, когда вы заявляете о том, что такие обложки сделаны исключительно ради подростков, вы гетеросексист. У вас есть только одна целевая аудитория — читателей комиксов, и они все исключительно мужчины-гетеросексуалы или женщины-гетеросексуалы. Так вот, с такими взглядами вы очень часто забываете, что существуют также лесбиянки и бисексуальные женщины. И некоторые из них тоже читают комиксы. И многим из них также могут нравиться обложки вроде этих. Не обязательно иметь одну четкую сексуальную ориентацию для того, чтобы поощрять искусство. А теперь вернемся к критике по поводу того, что на ней не костюм, а боди-арт. Мила Монара подчеркнул, что очень многие супергерои изображены так, словно костюм на них нарисован. Например, Супермен голый и в синей краске. Человек-паук голый, разукрашенный в красно-синий, а женщина-кошка разукрашена красной. Он сказал, что это часть того трюка, который издатели используют для того, чтобы подчеркнуть оголенные формы супергероя. А теперь давайте подставим друг на друга задницы Женщины-паука и Человека-паука. Они идеально совпадают. Это лишь стилистический ход, который очень давно используется в комикс-индустрии. Человек-паук всегда выглядел голым. Например, в выпуске Человек-паук номер 553 костюм выглядит так, словно он на нем нарисован, и мы видим каждый контур его тела. А вот как выглядит человек, который носит реальный спандекс. Элиана Докторман из Time говорит, что Мила Монара известен своим эротическим стилем и удивляется, зачем было нанимать его, чтобы рисовать главного персонажа. Ой, я не знаю, а может быть потому, что у него огромное количество наград, 45 лет практики, свой запоминающийся стиль и десятки тысяч преданных фанатов, 50% из которых женщины, которым нравится его стиль, и преподношение тела не как порнографию. И Меган Фридман из журнала Elle тут же выдает типичный сексистский заголовок. Вот что случается, когда мужчина рисует девушку-супергероя. А также говорит, что если бы они хотели привлечь женскую часть аудитории, то рисовали бы мужских персонажей точно так же. Огромное спасибо за моральную лекцию, Фридман. Но мне не нужны лекции о морали от журнала Elle, который постоянно печатает обложку за обложкой женщин в провокационных позах. О-оу, этот звук означает, что ваши моральные устои упали слишком низко. В первую очередь, это вариантная обложка. Это означает, что тебе не обязательно ее покупать. Это абсолютно опционально для фанатов и коллекционеров. Вот настоящая обложка, и даже о ней Фридман говорит, что ее грудь в центре внимания. Конечно, если абсолютно проигнорировать ее голову. Но знаешь, ту часть ее тела, которая ближе всего к камере. Более того, по факту в этой обложке нет ничего сексуального. А даже если бы и было, что с этого? Что плохого в том, чтобы иметь сексуального персонажа? Более 47% читателей комиксов — женщины. Поэтому люди, которые заявляют, что такие обложки могут отпугнуть женщин, консервативные гондон. Самая популярная книга на протяжении нескольких лет среди женщин — это 50 оттенков серого. Эротическая новелла. При этом, пихая эту херню людям в лицо, вы заявляете, что секс — это что-то... Вы заявляете, что секс — это что-то постыдное. Женщина-паук просто ползет по зданию. Не хотите ее сексуализировать? Не сексуализируйте. Сексуализация происходит лишь в вашей голове. Некоторые люди эротизируют руки или ноги. Я не знаю почему, но они это делают. В руках и ногах нет ничего сексуального, как и в других частях тела, кроме груди
задницы, члена и вагины. Все зависит лишь от контекста. И если сексуализировать таким образом все подряд, то у мужчин-натуралов, которые делали бы операцию по удалению рака груди у женщин, постоянно был бы стояк. Следовательно, в изображении должно быть что-то больше для того, чтобы оно стало сексуальным. Очень важен контекст. Некоторые люди заявляют, что это изображение Женщины-паука нарисовано так, словно она показывает себя. Самое важное в этой фразе — слово «некоторые». Женщина-паук показывает себя не больше, чем Человек-паук на своей обложке, на которой он ловит преступников. По факту, Женщина-паук и Человек-паук выглядят одинаково и не делают ничего сексуального на обложке. В интернете есть движение, которое называется Hawkeye Initiative. Это очень милое движение, которое рисует женских персонажей в таких же позах, как и мужских персонажей. Так что, если у вас есть проблемы с такой обложкой, я боюсь представить, как у вас бомбанет, если они нарисуют Женщину-паука в такой позиции. Обложку назовут сексисткой за подчеркивание ее вагины и назовут грязной. В то же время, если нарисовать так Человека-паука, всем плевать, несмотря на то, что вы буквально можете видеть линию его гениталий. Двойные стандарты невыносимой обезьяны. И подводя итог, нет ничего плохого в сексе, в том, чтобы быть сексуальным, и сексуализации. И даже если персонаж сексуальный, это не значит, что он перестает быть человеком. А если ты думаешь, что это так, то ты извращенец, и тебе нужно пересмотреть свои взгляды на секс. А также на людей в целом. На этом все. Ролик был озвучен студией М Квадрат. Подписываемся на канал. До скорых встреч. Breasts, asses, penises, vaginas. Breasts, asses, penises, vaginas. Breasts, asses, penises, vaginas.